Всем привет! Снова я добрался до зимушки. Сегодня в планах заменить камеру. Та камера, которая стоит, с нее не приходит сообщение о том, что фотографии делаются. Сейчас схожу проверю и поменяю на ту камеру, которая должна работать. На этом, наверное, на сегодня будет все, потому что рюкзак сегодня был тяжелый, но немного спина подустала. Сейчас еще придется сходить туда-обратно пара километров. Унести туда все это, установить. Потом, наверное, вернусь и буду просто отдыхать. Прошло всего 45 минут, как пришел. Я уже вскипятил чай, заварил. И вот того количества дров, которое я закинул в костер, хватило, чтобы вскипятить полный чайник. Ну, минут, наверное, не знаю, за 15-20. Может быть, даже было быстрее на костре, чем на газу. Чай закипает. Сейчас перекушу быстренько, отдохну часок и пойду менять камеру. Припозднился сегодня, повозился с камерой, с настройками. Слетели настройки, пришлось вручную все исправлять. Пришел уже в темноте. Пока шел к камере, видел только одного рябчика. И сейчас, когда возвращался, самец косули меня облаял. Где-то недалеко, так еще лаял-то. Утро второго дня. Решил снова посмотреть бруснику. Думал, что уже дошла. Но она все еще белобокая местами. Есть, конечно, уже и спелая, а есть вот такая. 10 минут собирал. И вот что получилось. Собирать рано. Все еще. Через неделю буду, наверное, снова пробовать, если через неделю выберусь в лес.
метров 300-400 от зимового. Я отошел вверх. Вот очередные приметы, очередные признаки медведя в угодье. Не знаю, что он там копает, ореха нынче нет. Может, бурундуки, конечно, что-то и находят. Но вот такие ямы — это явные признаки наличия медведя. Снова облаял самец косули. Вот совсем близко было. Сейчас собака сбегала туда. Не больше 200 метров. Что-то ему, видать, не понравилось, как мы тут проходим. Там, когда через лес проходил, наткнулся на место, где, видимо, гоняются самцы косули. То есть вытоптано, деревья затесаны. Вот как раз, когда это место прошел, сзади он начал лаять. Непруха. Тропу завалило хорошо. Там, где пропиливался в прошлом году, примерно выглядит вот так, как здесь. Вот это в прошлом году пропиливал. А сейчас упала такая же или даже потолще. Тоже высоко. С пилой кто-то проходил. Даже не знаю, пилили странно как-то. Вот такие вот места остались не пропилены. А, например, ветки, вот кедры, которые на тропу, ветки свисали, их почему-то спилили. Но вот такие деревья остались. Ну, единственный вариант, что, может быть, они уже упали после того, как они прошли с пилой. Хотя нет, предположение ошибочное, потому что начал переходить дерево, перелазить. Я обнаружил, вот, что здесь пилили только сучки. Вот так спилили сучки, чтобы удобнее было перелазить. А дерево пилить не стали. Приближаясь к болоту, которое я хотел посмотреть. Скоро выйдем. Вышел на болото. Интересное место. Пока подходил, видел много голубичника, даже с ягодой. И здесь, на самом болоте, много шикши. Клюква есть. Шикши, кстати, слаще, чем черника. Чернику сейчас пробовал, какая-то она безвкусная совсем. И клюква. Тоже еще не спелая.
Где-то журавли летят, курлычат. Вон они летят. Стая. Буераки, россыпи отроги, сколько верст прошли мы за мечтой. Видно вас охотничьи дороги, мерял черт в потемках кочергой. Видно вас охотничьи дороги, мерял черт в потемках кочергой. Собака перешла в режим охлаждения. Залезла в грязь и лежит. Вылазь. Как ты в транспорте поедешь такая грязная? Вылазь. Пошли. Пошли. О, красавица. И обтряхнулись. Шел к скальнику по тропинке, наткнулся на такой стан ягодный. Люди приходят, собирают ягоду, ночуют пару дней выходных. Сейчас тоже здесь попью чай, перекушу. Отсюда до скальника 400 метров примерно осталось. Поднимусь на скальник.